Привет, друзья! Вы на канале Days Club и с вами Вика. Сегодня мы отправляемся в мир пернатых приключений. У меня на обзоре Нана Торидори от издательства Gaga Games. На птичьем торжестве птицы в суматохе перемешались и не могут обратно сбиться в стаи, а наша задача – проводить их всех домой. Игра уже стала хитом наших уютных игровых вечеров, а почему именно она заслуживает места на вашей полке, разберемся прямо сейчас. Итак, о чем же эта настолка? Нана Торидори легкая, но удивительно затягивающая карточная игра на сброс карт с руки, рассчитанная на компанию от 3 до 6 участников, где одна партия занимает от 10 до 20 минут. А порог входа настолько невысок, что ее спокойно осваивают даже дети от 6 лет и новички, впервые берущие карты в руки. Представьте себе знаменитое павлинье торжество в пернатом королевстве, куда слетелись птицы со всех уголков света, чтобы отпраздновать конец долгого дня. Но в суматохе празднества перемешались. Растеряли сородичи и теперь никак не могут найти обратную дорогу домой. Ваша роль – распорядитель вечера, который должен мягко, но уверенно влиться в толпу, собрать гостей в стаи и отправить их домой, пока ночь не стала слишком холодной. Чем быстрее вы сформируете свою стаю, тем ближе вы к победе. А тот, кто замешкается и останется последним с картами на руках, рискует вовсе не попасть на перелет. Игра отличается теплой семейной атмосферой, где нет жестокой конфронтации, но есть азартное соперничество, которое держит в тонусе до самой последней карты. И именно этот баланс делает игру такой притягательной. Мы с друзьями были очарованы оформлением игры. Коробка и карточки птиц просто замечательные. Размеры коробки компактные, ее можно брать с собой куда угодно. Открываем крышку коробки и сразу видим милейшие компоненты. 63 карты птиц, разделенные на 9 наборов с числами от 1 до 7, где каждая масть украшена уникальной иллюстрацией птицы, от грандиозных лебедей до ярких попугаев. И 12 миниатюрных жетонов пингвинов. По 2 жетона каждого из 6 цветов, которые служат вашими игровыми жизнями и выглядят невероятно мило на фоне пернатой тематики. А также издатель позаботился о игроках и положил 6 двусторонних карт памяток с кратким сводом правил, чтобы не лезть в брошюру посреди напряженной партии. На одной стороне описан обычный режим для 3-6 игроков, а на другой режим для 2 игроков. Цвета игры подобраны так, что не утомляют глаз, даже при длительных сессиях, а пингвины-маркеры добавляют тот самый игровой шарм, ради которого хочется доставать игру снова. А теперь, когда мы убедились, что внутри все же есть не только карта, пора перейти к самому главному – разобраться, как оживить эти самые карты на столе и не запутаться в первых ходах. Подготовка к игре занимает буквально пару минут. Перетасуйте 63 карты, положите колоду рубашка вверх в центр стола и раздайте каждому участнику по 8 карт, оставив свободное место для игровой зоны и стопки сброса. Самое важное правило, которое нужно усвоить сразу, звучит так. После раздачи менять порядок карт в руке категорически нельзя. Вы играете ровно с той последовательностью, в которой она вам попалась. Именно это ограничение составляет основную механику. Первый ход делает игрок, кто последним видел экзотическую птицу. Он выбирает одну или несколько одинаковых карт, стоящих в руке рядом, и выкладывает их на стол. А все следующие участники должны либо перебить эту комбинацию, либо спасовать. Перебить можно 2 способами. Сыграть одну карту или набор того же размера, но с большим числовым номиналом. Либо выложить больше карт одного номинала, причем большее количество карт всегда побеждает меньшее, даже если числа у них скромнее. Когда вы перебиваете ход, вы забираете предыдущую комбинацию со стола и решаете ее судьбу. Либо отправляете в сброс навсегда, либо вставляете целиком в любое место своей руки, не разрывая набор, чтобы в будущем использовать его как козырь. Если у вас нет подходящих карт, или вы просто хотите придержать козыри, вы пасуете, берете верхнюю карту из колоды, смотрите ее и решаете, оставить в руке или сбросить. После чего ход переходит дальше. А если спасуют все, кроме того, кто последний выложил карты, вся стопка на столе уходит в сброс, и этот игрок снова начинает новый раунд. Игра продолжается до тех пор, пока все участники, кроме одного, не избавятся от карт в руке. И тогда последний оставшийся теряет одного пингвина, становясь следующим первым игроком. Как только кто-то потеряет второго пингвина, он выбывает из партии, а все остальные объявляются победителями. Если же вы играете вдвоем, правила меняются, потому что каждый получает по 11 карт и 2 карты лицом вверх перед собой. При этом пасовать приходится именно этими открытыми картами, добавляя их в руку или сбрасывая.
а использовать их в комбинациях можно только вместе хотя бы с одной картой из руки. И если открытые карты закончились, а вы снова вынуждены спасовать, вы немедленно проигрываете раунд. Причем победителем становится тот, кто первым сбросит все карты с рук или заставит противника дважды спасовать. И вот тут кроется тот самый секрет, о котором я обещала рассказать. Не спешите сбрасывать перебитые комбинации, потому что грамотно встроив их в середину руки, вы заставите разрозненные карты сомкнуться и создадите мощную цепь, которая перевернет ход партии в вашу пользу. И именно это умение отличает новичка от того, кто уверенно ведет игру к финалу. Когда механика наконец-то складывается в единую картину, самое время честно взглянуть на то, что в этой игре по-настоящему восхищает. Нана Торидори притягивает тем, что идеально впишется в любой игровой вечер. Порог вхождения низкий, оформление симпатичное, а длительность партии – это золотая серединка. Не слишком быстро, но и ненадолго. Также хорошая стратегия всегда выигрывает у сильной руки, а запрет на перекладывание карт заставляет мозг работать в режиме постоянного планирования и встраивать перебитые наборы в руку. Семейный формат радует отсутствием жесткого давления и конфликтных механик, потому что здесь нет прямых атак на соперников, а есть лишь гонка и умение управлять своими картами, что создает теплую дружескую атмосферу за столом. Визуальное оформление с милыми птицами и пингвинными маркерами добавляет игре шарм, который заставляет улыбаться даже в моменты проигрыша, а компактный размер делает ее идеальным спутником для поездок, пикников или быстрых вечеров, когда нет времени на долгие партии. Кроме того, дуэльный режим с открытыми картами жизни добавляет еще больше возможностей. Все это складывается в единое приятное впечатление от игры. Несмотря на все достоинства, игра не лишена моментов, которые могут вызвать легкое недоумение у взыскательных игроков. И в первую очередь речь идет о размерах коробки, которая могла бы быть вдвойне компактней. Ведь колода, памятки и жетоны спокойно помещаются даже в небольшой зиплок, а текущий формат занимает лишнее место на полке. Пингвины-маркеры, безусловно, очаровательны, но в контексте строго карточной механики они кажутся скорее декоративным элементом, чем необходимостью, и многие партии спокойно обходятся без них. Тематическое оформление тоже иногда вызывает вопросы, ведь пингвины на птичьем торжестве выглядят немного оторванно от общей экосистемы. И хотя это не мешает геймплею, погружение в мир остается скорее условным, чем глубоким. Кроме того, из-за запрета на перекладывание карт, первые ходы иногда сильно зависят от удачи и раздачи. И если рука изначально собрана не очень, приходится потратить несколько ходов на выравнивание ситуации, что может слегка замедлить темп в самом начале. Однако все эти нюансы быстро отходят на второй план, как только начинается живая игра, потому что динамика и азарт быстро сглаживают любые мелкие шероховатости. Именно поэтому, взвесив все за и против, я могу уверенно подвести итоги. Нана Торидори – это тот случай, когда карточная механика раскрывается постепенно, превращая каждый вечер в маленькое пернатое приключение, где побеждает не тот, кому повезло с раздачей, а тот, кто умеет мыслить на ход вперед и грамотно собирать свою стаю. Она идеально подходит для семейных посиделок, быстрых перерывов между затяжными играми или выездов на природу, где нужно собрать компанию и получить море эмоций без долгих подготовок. Если вы ищете игру, которая ценит тех, кто умеет планировать и заставляет всех участников смеяться над неожиданными поворотами, то эта колода точно заслуживает вашего внимания. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот обзор. Если да, обязательно подпишитесь на канал Days Club и поставьте лайк этому видео. Поверьте, впереди у нас еще уйма крутых обзоров, громких новинок и куча историй из мира настольных игр. А еще не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и в Телеграм. Там мы делимся не только обзорами, но и новостями, игровыми событиями и просто тем, чем живет Days Club за кадром. Собирайте друзей в пернатое королевство и до встречи в новых обзорах.